Продолжаем обсуждать тему. Сейчас к нам присоединяется военный обозреватель агентства ТАСС Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Для начала давайте все-таки проясним, во-первых, что сегодня уже есть у Сирии в качестве средств ПВО и в чем вот та принципиальная разница между С-200 и С-300. Ну, у Сирии достаточно развитая система противовоздушной обороны, начиная от панциря С-1, заканчивая комплексом С-200, который мы знаем, и у него есть комплексы С-125, есть комплексы БУК, М2, вот, и другие комплексы, которые сопровождают наземные войска. ОСА, АКМ, например, или другие. Вот. В чем принципиальная разница? Ну, во-первых, в том, что С-300 может работать против любых летательных аппаратов, начиная от баллистических и крылатых ракет и заканчивая любыми самолетами, даже обладающими элементами стелс, самолетами-невидимками, так называемыми. Вот тем более, что она может работать и против самолетов, которые включают системы радиоэлектронной борьбы. Поэтому это очень грозное оружие, очень эффективное оружие, которое работает, знаете, у них есть коэффициент поражения цели 0,9. Это практически на одну цель одна ракета. Такими свойствами, так технических характеристик не обладает ни один комплекс в мире. Даже американские системы Patriot, они не обладают такими возможностями. Но мы знаем, что Patriot даже старые иракские ракеты не мог сбивать, и сейчас даже в Саудовской Аравии, когда по ней стреляют из Йемена старыми ракетами типа «Точки» или «Луны», они и то не всегда попадают по этим ракетам. А С-300, она попадает в любой летательный аппарат как в десятку в мишени. Виктор Николаевич, но кроме С-300 командные пункты сирийских соединений воинских частей ПВО получат еще и автоматизированные системы управления, которые используются только у нас. Как в связи с этим изменится архитектура сирийской обороны и в целом как все эти новые системы изменят оборонные возможности Сирии? Но если просто сказать, что сирийские системы получит наш автоответчик свой-чужой, то есть системы противовоздушной обороны Сирии не смогут стрелять по российским самолетам, по российским летательным аппаратам. Вот они будут опознавать наш самолет, и ракета, мало того, что не сойдет с направляющих, если ее будут посылать в сторону нашего самолета, а если она все-таки сойдет с направляющих и будет лететь в сторону нашего самолета, то она отклонится от него и взорвется где-нибудь в стороне. Но кроме того, министр обороны сказал, что мы включим систему радиоэлектронной борьбы, будем выключать спутниковые и навигационные аппаратуру, которая помогает самолетам других государств выводить на цель и находить те объекты, против которых они предназначены. Я думаю, что все это вместе взятое поможет защитить и наши интересы в Сирии, и сирийскую территорию тоже. Израиль не должен считать себя единственным неповторимым государством, которое может принимать решения против любого суверенного государства, если ему кажется, что кто-то откуда-то ему угрожает. Даже если ему угрожают, то превентивные удары должны быть обоснованы не только тем, что вот у нас есть такие подозрения. Ведь ни одна другая страна, кроме, может быть, Соединенных Штатов, такими действиями не прославляется. Но еще и есть, конечно, некоторые страны НАТО, которые наносят удары по суверенным государствам, и никто потом с них не спрашивает. Но теперь с Израиля будут спрашивать российские системы противовоздушной обороны, если он посмеет еще раз наносить удары по сирийской территории, по тем объектам, где
находятся российские граждане. Виктор Николаевич, и заключительный вопрос. А могут ли российские системы подавления глушить любые иностранные каналы связи? Ведь в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться и радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, и бортовых РЛС и так далее. Вот как быть с каналами связи? Я не думаю, что все каналы связи могут глушить, но очень многие да. Угу. Благодарю вас, Виктор Николаевич. Я напомню, что мы общались с военным обозревателем агентства ТАСС Виктором Литовкиным.